Мужчина нашел собаку, замерзшую подо льдом. Вы не поверите, что он сделал дальше. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. На следующее утро, после шторма, Аляска замерла в мучительной тишине. Снег укрыл все — деревья, камни, даже линии старых троп — толстым, безупречным слоем. Озеро Селвин, раскинувшееся под холмом, превратилось в белое зеркало, где не отражалось ничего, кроме бледного неба. Алекс шел через хрустящий наст, его дыхание рвалось наружу облаками пара. Он жил один в этих горах с тех пор, как метель унесла все, что у него было — жену, дочь, дом, который теперь стал для него чужим. С тех пор зима в его сердце не знала оттепели. Он дошел до края замерзшего озера и остановился. Воздух был неподвижен, будто сама земля задержала дыхание. В такие утренние часы он обычно стоял здесь молча, вспоминая, как они втроем катались по льду, как смеялась Лора, как малышка Эми держалась за его руку, чтобы не упасть. Но сегодня что-то нарушило привычную неподвижность. Под поверхностью, где лед был особенно прозрачен, мелькнуло нечто теплое, неправильное. Алекс присел, протер снег рукавицей. Подо льдом лежало тело, не человеческое, не рыба, а собака, свернувшаяся калачиком, как будто просто уснула. Светлая шерсть на ее боку застекленела, глаза были закрыты. Он нахмурился, готовый отвести взгляд. В этих краях всякое случается. Волки, лисы, даже бродячие псы не доживают до весны. Но вдруг под льдом пошел крошечный пузырь. Один, потом второй. Алекс замер. Потом медленно положил ладонь на лед. Под пальцами появилось едва заметное движение. «Господи!» — прошептал он. «Нет, не может быть». Он вскочил, бросился к своему рюкзаку, достал топор и одеяло. Снег взлетал под ногами, дыхание резало грудь. Каждый удар топора отзывался гулом по долине. Лед трескался, вода под ним закипала черной темнотой. Осколки били по лицу, руки он давно перестал чувствовать. Когда прорубь наконец подалась, он сунул руки в ледяную воду, ухватил тело собаки, вытянул его наружу. Шерсть была твердой, как щетка. Он прижал собаку к груди, чувствуя, как из ее пасти капает талая вода. «Держись, парень. Еще немного, слышишь?» Бормотал он сквозь зубы. Он бежал, скользя по насту, спотыкаясь, но не выпуская собаку из рук. Когда распахнул дверь своей хижины, внутрь ворвался порыв ветра и снегопада. Он положил животное у камина, кинул дрова, зажег огонь. Пламя с шипением принялось за сырые поленья. Он растирал собаку полотенцем, вливал теплую воду из котелка в грелки, оборачивая тело одеялом. Потом поднес свои губы к ее носу, дышал в него снова и снова, в ритме, которому уже не верил. Минуты тянулись мучительно. Ничего не происходило. Он выдохся, опустился рядом, и вдруг тихий звук, как вздох, почти неразличимый, но живой. Шерсть на груди собаки дрогнула. Из ее тела поднялся слабый пар. Алекс открыл глаза широко, не веря. На шее под слоем инея он заметил ржавый ошейник. Маленький металлический жетон блеснул в огне. На нем было имя — Купер. Его мир остановился. Он провел пальцем по буквам, и память ударила, как ледяная вода. Купер — это их пес. Он исчез той ночью, когда все рухнуло. Пес тогда выскочил за дверь вслед за Эми, когда метель только начиналась. Спасатели так и не нашли ни ее, ни собаку. Только обломки санок и алую варежку на снегу. «Нет», — прошептал он, — «не может быть». Но в его руках лежал именно он. Та же отметина на ухе,
тот же узор на груди. Просто в панике он сразу не узнал своего питомца. 5 лет он его не видел, и вот он снова лежал на его руках. Алекс сидел рядом всю ночь. Время потеряло смысл. Огонь потрескивал, пламя освещало усталое лицо. Он согревал Купера своим телом, слушал редкие вздохи. За окном бушевал новый снег, будто зима пыталась отвоевать свое. Когда под утро дыхание собаки стало слабеть, он понял — одного тепла недостаточно. Он накинул куртку, завернул Купера в одеяло, вынес его в машину. Двигатель завелся не сразу, но все-таки зарычал, и они поехали. Снегопад превращал дорогу в белую пустоту. Фары выхватывали из темноты только вихри снежинок. Алекс сжимал руль так, что побелели пальцы. «Держись, парень. Ты уже раз выжил в аду, только не сдавайся сейчас». Его голос дрожал, но не от холода. Когда он, наконец, добрался до города, утро только начиналось. Он толкнул дверь ветеринарной клиники, и над входом звякнул маленький колокольчик. Запах тепла и антисептика ударил в лицо. «Помогите!» — крикнул он. «Он умирает!» Врач, мужчина средних лет с усталыми глазами, молча принял собаку. Его руки, уверенные и быстрые, развернули одеяло. На секунду он оцепенел, глядя на лед, примерзший к шерсти, но сразу же велел медсестре принести кислород. Алекс остался за дверью, слушая звуки приборов. Писк монитора, шипение газа, глухие шаги. Мир сжался до этих звуков. Он не молился, уже давно разучился. Просто сидел, обхватив голову руками, и ждал. Час. Потом еще один. Ветеринар вышел тихо, словно боялась спугнуть его надежду. «Он жив», — сказал он. «Чудом, но жив». Алекс не сразу понял. Он просто смотрел, не веря, пока слова не осели в нем, как теплая вода в промерзшую землю. Он встал и прошел к окну, за которым на столе лежал Купер. Тот медленно поднял голову. Хвост дрогнул. Один короткий взмах, но в нем было все — узнавание, возвращение. Алекс приложил ладонь к стеклу. «Добро пожаловать домой, дружок, добро пожаловать». На следующее утро над озером Селвин взошло солнце. Лед трескался, превращаясь в воду. Мир дышал. Алекс и Купер шли по берегу медленно, нога за ногой, будто боялись разрушить тишину. Человек и собака, оба отмеченные потерей, оба выжившие вопреки всему. Ветер все еще был холоден, но между ними горело то самое тихое тепло, которое не могла остановить ни одна зима. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.